Привет, друзья! Недавно компания Xiaomi представила вторую версию своих не самых умных часов, модель Watch Color 2. Меня данная новинка заинтересовала, так что она уже у меня на руках. Естественно, китайская версия, так как на момент обзора глобалки еще не представлена. Поехали! Поставляются часы в такой длинной коробке. По традиции в комплекте сами часы, зарядная плюшка и инструкция. Зарядка магнитная, 2 подпружиненных контакта. Сами часы, у меня белая версия. Также доступный черный цвет и синий океан. Первое, что мне понравилось еще на тизерах, это дизайн. По моему мнению, получился очень удачный безель. На вид он алюминиевый, наверное сплав. Он слегка выше стекла, буквально на доли миллиметра. Но это уже только защита стекла от неудачных движений. Безель достаточно узкий, не рябит лишними цифрами и выглядит вполне универсально. Часы должны одинаково хорошо смотреться на мужской и женской руке и сочетаться с разными циферблатами. Единственный нюанс – надписи Active и Outdoor в правой части, которые не несут никакой функциональной нагрузки, а просто влеплены туда для симметрии. Черная рамка дисплея тоже получилась тонкая и в целом не напрягает. Стекло почти плоское, будет собирать меньше бликов, чем первая версия часов. Плюс можно наклеить защитное стекло, которое не будет выделяться благодаря бортику безеля. Корпус часов пластиковый, приятный soft-touch, хорошо вписывается в общий дизайн. Плюсы пластика – это легкость, часы весят всего 36,3 грамма. И теоретически более точная работа GPS, что мы обязательно проверим. На правом боку расположены две прямоугольные кнопки, которые соответствуют общему дизайну, не бросаются в глаза и при этом четко ощущаются на ощупь. Надписи на безеле подсказывают назначение кнопок Home и Sport. Home также является кнопкой питания, а кнопка Sport имеет функцию экстренного звонка при тройном нажатии, о чем говорит красная черточка на ее верхней грани. С креплением ремешка, слава богу, чудить не стали, стандартный вариант под 22 мм. Это снова плюс, огромный выбор всяческих ремешков на любой вкус. Комплектный ремешок силиконовый, на ощупь качественный, плотный и тонкий, 2 тренчика, один со стопором. Застежка классическая металлическая. Нижняя крышка часов пластиковая, здесь как всегда контакты для зарядки, оптический датчик пульсоксиметра. Корпус скреплен винтами, заявлена водозащита 5 атмосфер, позволяющая плавать и заниматься водными видами спорта. Возле кнопок динамик, а с другой стороны микрофон и барометр. Дисплей AMOLED 1,43 дюйма, разрешением 466 на 466 пикселей. По связи Bluetooth версии 5.2, Wi-Fi 2,4 ГГц, двухчастотный приемник GPS GLONASS BeiDou Galileo. Встроенный накопитель на 4 ГБ для хранения музыки и сторонних приложений. Датчики пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп, компас, барометр, датчик освещенности. Ну и самое интересное, что часы могут. Поехали! Циферблат. Как всегда, долгое нажатие и выбор циферблатов. Похоже, их количество в часах ограничено лишь объемом накопителя. Я устал загружать. Их есть немало в приложении, заявлено более 200 штук. Я не считал, но выбрать есть из чего на первое время. А там и энтузиасты подтянутся. Дальше свайпом снизу достается пункт управления. Здесь техническая информация и быстрые переключатели. Не беспокоить, на выбор включить полчаса, 1, 2 или 8 часов. Переключатель активации по поднятию руки, включение и выключение звукового сопровождения, фонарик, включение дисплея на 5 минут, настройки часов. И есть еще одна страница с иконками. Тут какая-то неведомая хрень, как я сначала подумал, но это функция просушки, то есть выталкивание воды из отверстия динамика после водных процедур. И быстрый доступ к будильникам. Свайпом сверху достаем список уведомлений. Они живут по своей логике. Исчезают после прочтения, но только в часах. В телефоне они остаются. При этом, если удалить со смартфона, то и в часах уведомления пропадают. А еще непрочитанные уведомления иногда начинают дублироваться, в частности от Телеграма, пока не прочитаешь в телефоне, это раздражает. Поддерживаются иконки некоторых приложений, но список их невелик, напомню, мы говорим о китайской версии часов. Так что тут все понятно, кириллица есть, но не идеально, заглавные буквы с какими-то артефактами. Поддержка эмодзи есть, но она чисто номинальная, это монохромные скучные кругляши, да еще и не все поддерживаются. Штука программная, но на момент обзора вот так. Звонки, как обычно, только телефонные. В мессенджерах только уведомления о пропущенном. Разговоры. Качество хорошее, собеседник слышит мой шепот при вытянутой руке. Во время разговора есть управление громкостью и отключение микрофона. На смартфоне можно переводить звонок в телефон и обратно в часы. Доступен звонок с часов, но только на номера из списка звонков. Дальше свайпами влево-вправо листаются экраны виджетов, всего 4 штуки. В приложении можно изменить их порядок и доступность, а также выбрать сами виджеты.
Виджеты, конечно, интерактивные. По нажатию открываются соответствующий пункт меню, или в случае с музыкой это пульт управления. Классная задумка и реализация, однозначно плюс. Интересный нюанс. Экраны виджетов имеют приоритет циферблата, то есть при активации часы показывают экран, который был активен перед выключением дисплея. Теперь прогуляемся по настройкам. Циферблаты видели. Подключение Bluetooth наушников. Ничего сложного. Часы видят устройство, готовые к связке и при выборе без проблем цепляются. Настройка Wi-Fi. Тоже все просто. Выбираем нужную сеть, вводим пароль в приложении на смартфоне. Wi-Fi сам выключается по тайм-ауту бездействия. Настройки звука. Тут отдельно громкость музыки и голосовых подсказок, громкость будильника и таймера, громкость уведомлений и напоминаний. И можно выключить звук. Яркость. Автоматическая или ручная настройка от 1 до 5. Не беспокоить. Вручную или расписание. Тренировка. Тут автоматическое определение тренировки, автозапуск и ходьба. Блокировка часов. Здесь настраивается пин-код 6 цифр. Часы блокируются при снятии с руки. Напоминание о разрыве связи со смартфоном. Настройки дисплея. Время работы от 5 до 20 секунд. АОТ можно настроить только расписание. Умного режима и настройки стиля АОТ не предусмотрено. И есть настройка выключения дисплея накрытием. Дальше вибрации. Вибромотор здесь обычный, роторный, но достаточно качественный. Настройка силы вибрации. Два значения. Хоть по ощущениям, тут разница не в силе, а в продолжительности виброимпульса. Ну и последнее. Система. Выключение, перезагрузка и сброс. И всяческая информация. Теперь подробно рассмотрим меню и возможности. Основное меню или список приложений. На смартфоне можно выбрать список или сетка. Так как список получается очень длинный, то сетка предпочтительнее. Первое. Тренировки. Здесь подробнее. Часы поддерживают 117 видов тренировок. Перечислять их не буду, посмотрим на примере бега. Настроек немного. Цель по времени, расстоянию и калориям. Уведомления по таким же критериям. Они дублируются голосом на китайском языке. И автопауза. Вот и все настройки. Есть еще специфические типа длины дорожки бассейна. Информация на экране тренировки никак не настраивается, сторонние датчики не подключаются. По настройкам все. Во время тренировки информация листается вертикально, циклично. Слева пункт управления тренировкой. Справа пульт управления музыкой телефона. Оффлайн музыка здесь не работает, так как она реализована отдельным приложением, которое не работает в фоне. Кнопки. Верхняя работает как пауза и старт, нижняя переключает экраны с информацией. Отсечек кругов не предусмотрено. По точности датчиков все хорошо, GPS пишет отлично для своего класса. Пульс я сравнивал с нагрудным датчиком, в реальном времени расхождение видел не более 5 ударов в минуту. На графике нормально посмотреть так и не получилось, потому что родное приложение не позволяет экспортировать тренировки в GPX. При этом они у меня так и не улетают в Страву, которая была предварительно привязана. Для примерной картины прифотошопил скриншот из приложения к графику нагрудника. Данные тренировок можно просматривать в самих часах. Журнал тренировок – это следующий пункт меню. Вот и весь спортивный потенциал данных часов. Не густо. Кстати, для интересующихся, часы также считают показателем ПК, но только его, никаких ТЕ, эпок и тому подобного. Есть также некая энергия. Кому интересно, может почитать подробнее. Следующие дневные цели. Здесь калории, шаги и время так называемой разминки. Все с графиками. Далее пульс. Здесь сразу запускается измерение. Видно график за день, распределение по пульсовым зонам и статистика среднего пульса за месяц. SPO2. Часы умеют круглосуточный мониторинг с максимальной частотой раз в 10 минут. Здесь видим график за день. Максимум, минимум и среднее значение. Можно запустить ручной замер. Далее информация о сегодняшнем сне. Общее время, время засыпания и пробуждения. Средний пульс и кислород. Подробные данные в приложении. Стресс. График за день. Процентное соотношение. Среднее значение за день и за месяц. Стресс также может мониториться автоматически. За стрессом дыхательное упражнение. Выбираем время и скорость вдохов. Средняя, быстрая и медленная. Запускаем, повторяем за анимацией. Смена дублируется вибрацией. Следующее. В эти часы завезли женский календарик. При женском поле в профиле доступны настройки цикла. Заполняем параметры и видим календарик. Можно отмечать состояние, реальные данные начала и окончания менструации, настроить уведомления отдельно на телефон и на часы. В часах только календарик без каких-либо действий. Дальше. Умный голосовой помощник Xiao Ai. В глобалке, наверное, прикрутят Алексу. Погода. Актуальные данные, качество воздуха с прогнозом и статистикой, время заката и рассвета и прогноз погоды на 5 дней. Дальше кошелек. Это NFC-карты. В приложении можно добавить транспортную карту или карту доступа, копию, пустую или ключ для замка Xiaomi.
Банковскую карту привязать вы не сможете, пока такой функционал не реализует производитель. Транспортные карты также только китайские. Alipay также актуален только в Китае. Напомню, оплата Alipay работает не по NFC, а через QR-штрих-код. Дальше, журнал звонков. Здесь только то, что происходило в часах. Можно набрать любой номер из списка. Звонки по произвольному номеру не предусмотрены. Синхронизации с контактами также нет. Музыка. Пульт для телефона. Все кнопки на одном экране. Видно название трека и исполнителя. Будильники. Все управление в часах, добавление, настройка, активация и удаление. Секундомер. Работает. Есть отсечки кнопкой «Спорт». Не сворачивается. По кнопке Home предлагает сбросить и выйти. Таймер 6 пресетов и ручной выбор. Здесь секунды, минуты и часы. Во время работы таймера кнопка выполняет свои обычные функции, а сам он без проблем работает в фоне. Барометр и альтиметр, как всегда, вместе. Здесь только актуальное значение и максимум-минимум, наверное, за день. Компас просто показывает. По традиции подтормаживает, наверное, в соответствии с частотой опроса датчика. Список уведомлений. Поиск телефона. Естественно, работает только при работающем приложении в телефоне. Дальше фонарик. QR-код со ссылкой на инструкцию к часам. Настройки и приложения, которые уже являются сторонними. На смартфоне в приложении Xiaomi Wear есть соответствующий магазин, где этими приложениями можно управлять. Пока их там немного, но они есть, и это шаг в правильном направлении. Из интересного можно выделить калькулятор. Многие прям тащатся, когда в часах есть калькулятор. Приложение потокового сервиса музыки. Китайское, конечно. Авторизуем часы в приложении сервиса на телефоне. Дальше в часах можно видеть ваши плейлисты, избранные и так далее. Все это работает при подключении часов по Wi-Fi. Можно слушать музыку онлайн и закачивать треки в часы. К сожалению, это единственный способ прослушивания офлайн музыки в часах. Родного плеера Xiaomi не реализовали. А это приложение, во-первых, не работает в фоне, во-вторых, написано очень коряво, тормозит не только интерфейс, но и музыка заикается. Так что пока что бесполезный хлам, задел на будущее. В глобалке, возможно, будет какой-нибудь Spotify. Приложение Baidu карты должно быть помощником по навигации, скорее всего показывая пошаговые уведомления. Но у меня так и не получилось настроить, чтобы это заработало. Есть и другие приложения, также придатки к каким-то китайским сервисам, какие-то фитнесы и что-то еще. Неинтересно вникать и разбираться с этим всем. В общем, первый шаг сделан, посмотрим, что из этого получится. На этом интерфейс часов изучен. Посмотрим, какие есть настройки в приложении. Приложение Xiaomi Wear доступно в Google Play и в App Store на iOS. На главном экране собрана вся статистика, тренировки, которые запускаются с телефона. Здоровье. Здесь всякие планы тренировок, полезные напоминалки, упражнения и прочее. Все на китайском. И профиль. Здесь настройки приложений и часов. Для часов настройки уведомлений. Пульс. Здесь мониторинг и уведомления о высоком пульсе в покое и во время тренировок. Сон мониторится по умолчанию. Можно включить продвинутый мониторинг. Мониторинг кислорода. Можно включить во время сна или весь день с интервалом в 10 или 30 минут. Круглосуточный мониторинг стресса. Напоминание размяться с расписанием и отключением в обеденное время, чтобы не будило в сиесту. NFC-карты. Сторонние приложения. Погода. Тут просто один тумблер. Даже смешно. Можно настроить список тренировок в часах. Тут это делать гораздо удобнее, чем в интерфейсе часов. Сортировка виджетов. Разметка главного меню. Настройки активации по поднятию. Расписание режима не беспокоить. Выбор тренировки для быстрого вызова кнопкой «Спорт» и экстренный вызов. Можно задать номер и название контакта для быстрого вызова тройным нажатием кнопки «Спорт» в любое время. По автономности с включенными всеми мониторингами, автотренировками, Always on Display и уличной тренировкой на 1,5 часа часы прожили примерно 1,5 суток. Не густо, но факторов влияющих много, и автономность может сильно различаться в зависимости от настроек. К тому же я часы тестил. Ну и мое мнение о часах. На мой взгляд, вторая версия хоть и немного спорная, но все же получилась отличная. Из плюсов можно выделить дизайн, это реально получились красивые часы, мне прям зашло. Плюс стандартное крепление ремешка. Точные датчики, как пульсометр, так и GPS, что немаловажно. Bluetooth звонки, даже в такой реализации. Виджеты по боковым свайпам. Достаточно плавный интерфейс, анимации в циферблатах и первые шаги в сторону дополнительных приложений.
Минусы в основном программные. Один стиль AOT, нет настраиваемых и интерактивных циферблатов, мало иконок приложений в уведомлениях и кривые эмодзи. Показ уведомлений только по поднятию руки. Нет многозадачности. Нет блокировки дисплея. Неработающая связка со Stravой и невозможность экспорта тренировки в GPX. Отсутствие родного плеера офлайн музыки прям выбесило. На самом деле можно долго перечислять и плюсы, и минусы. Но, подводя итог, могу сказать, что часы получились достойные, учитывая свою цену и пока что только китайскую версию со всеми вытекающими косяками. Думаю, глобалка будет очень хорошим вариантом для покупки, если она выйдет в ближайшее время. На этом закончу обзор. Кто слушал, молодец. Ставьте лайки, подписывайтесь и заходите в комментарии, обсудим. Все, будьте здоровы. Пока-пока.